Андрей возвращался с небольшого кладбища, расположенного на краю поселка. Уже 3 месяца прошло со смерти его деда, и парень с утра решил сходить проведать его могилку. Дожди, заливавшие землю бесконечным потоком всю прошлую неделю, слегка разрушили свежий могильный холмик. Андрей принес с собой кое-какие инструменты, чтобы поправить место последнего пристанища старика. Подровняв могилу, он молча постоял, мысленно поговорил с дедом и пошел домой. Мысли его были невеселыми, а на сердце было тяжело и неуютно. Дед Степан был самым близким человеком для парня. Он один вырастил Андрея и не бросил мальчишку, когда мать решила променять сына и пожилого отца на какого-то городского ухажера. Она сбежала из глухого поселка, расположенного у кромки тайги, когда Андрею было всего 8 лет, и с тех пор сын ее ни разу не видел. Старик пытался отыскать дочь, но она словно в воду канула. За все эти годы они не получили от нее ни одного известия, и Андрей даже не знал, жива ли его мать или умерла давным-давно. Дед его всю жизнь проработал егерем. Именно он привил Андрею любовь к бескрайним лесным просторам. С самого раннего детства старик брал внука с собой в лес, и они могли по 2-3 дня бродить по тайге. Дед научил Андрея стрелять, и мальчишка уже с детства был первоклассным стрелком. От деда он научился ориентироваться в глухом лесу, выживать даже в самых суровых условиях и распознавать любые знаки, которые оставляли внимательному глазу лесные обитатели. Каждый зверь и каждая птица были под присмотром бдительного егеря, и неизменно рядом с ним бежал верный пес, главный помощник охотника и защитника леса. Андрей помнил всех собак, которые служили его деду-егерю. Эти псы редко умирали от старости. Становясь на защиту своих хозяев, они могли умереть от пули браконьера или от острого клыка хищника, но всегда до последнего своего вздоха были верны и преданы своему хозяину. Андрей даже и не сомневался в выборе профессии. Он давно уже решил, что пойдет по стопам деда, и до момента смерти старика был его верным помощником. Теперь же все владения старого егеря перешли под защиту самого Андрея. У парня тоже был свой верный пес-помощник. Его дружок был помесью дворняги и охотничьего пса, отличался отличным нюхом и незаурядным интеллектом. Андрей помнил, как старик принес дрожащего щенка морозным вечером, и они долго отогревали его в теплом шарфе у горячей печи. Щенок еще не умел есть сам, и Андрей с дедом по очереди кормили малыша из бутылочки. А теперь псу было уже 5 лет, и он считал себя никем иным, как верным братом и самым лучшим другом Андрея. Дружок ужасно тосковал после смерти деда Степана и временами сам убегал на кладбище, чтобы посидеть возле могилы старика. Вот и сегодня Андрей застал пса на кладбище. «Пойдем домой, дружок. Дед уже не поиграет с тобой, ты уж пойми. Пора смириться. Мы теперь с тобой только вдвоем. Правда, про кота я забыл. Он 3-й в нашем семействе. Но этот бездельник только спит целыми днями. Опять мыши бегают по всей избе, а ему все равно. Может, если его не кормить, то он подаст признаки жизни и станет выполнять свои обязанности. Как думаешь, брат?» Андрей на полном серьезе беседовал с псом, а дружок внимательно слушал, наклонив свою ушастую морду, и словно в подтверждение слов хозяина заливисто залаял. «Вот и ты со мной согласен, что Барсик-бездельник, каких поискать. Поэтому мы его в расчет брать не будем, пока он не исправится». «Согласен». Дружок повеселел и побежал вперед, радостно повиливая хвостом. «Ну вот и тебе немножко полегчало. Завтра опять в тайгу дня на 2 уйдем. Нужно на дальнем кордоне проверить. Кажется, туда опять браконьеры повадились». Андрей довольно бодро зашагал к своей старенькой избе, стоявшей чуть поодаль от остальных домов. Всякий, кто посмотрел бы
бы на молодого егеря впервые. Подумал бы, что парень слегка поранился в лесу. Андрей при ходьбе припадал на правую ногу, но его односельчане знали, что он с самого детства был хромым. Но это не мешало ему проходить десятки километров за день и без устали выслеживать зверя или нарушителя. Андрей пришел домой, и вскоре печь в его избе уютно потрескивала сухими дровами, а от горячего чайника шел пар. В доме запахло чаем из лесных трав и ягод, а возле печки, свернувшись калачиком, спал довольный и сытый барсик, которого, несмотря на обещание оставить голодным, снова досыта накормили. За окном темнело. Андрей сидел напротив печки, глядя на яркое пламя и обдумывая завтрашний поход в лес. Дружок дремал рядом, во сне псу мерещилась погоня за зайцами. Он беспокойно поскуливал и дергал ногами, пытаясь догнать во сне невидимую добычу. Дружок ничуть не обижался на хозяина, который, несмотря на свои угрозы, все равно любил и жалел кота и скармливал ему самые лакомые кусочки. Он привык, что Андрей таким образом извиняется перед котом, которого они частенько оставляли одного в доме, уходя вдвоем в лес иногда на несколько дней. Вдруг в дверь кто-то постучал. Андрей понятия не имел, кто мог прийти к нему на ночь глядя, но это был явно кто-то нетерпеливый, и стук снова повторился. Пес насторожился и ощетинился, предупреждая хозяина, что к ним наведался чужой. Андрей открыл дверь и от неожиданности немного опешил. На пороге стояла молоденькая девушка. Незнакомка явно продрогла и смотрела на него умоляющим взглядом. «Извините, я знаю, что это выглядит очень странно, но не могли бы вы впустить меня погреться?» Андрей не знал, как ему отреагировать на такую просьбу, но оставлять девушку за порогом он, конечно же, не стал. Он впустил ее приглашающим жестом и тут же предложил чаю. «Вы это откуда к нам? И куда направляетесь на ночь глядя?» Полюбопытствовал он, когда девушка устроилась в его кресле и, обернувшись теплым пледом, стала жадно пить горячий ароматный напиток. «Еще раз простите меня, я вам сейчас все объясню. Меня зовут Алена, я случайно оказалась в ваших краях. Если честно, то мне совсем некуда идти. Меня сюда подвез мужчина один. Он же и посоветовал к вам за помощью обратиться, сказал, что вы егерь местный и очень добрый человек, и вам можно доверять. Погодите, а этот советчик, который вас привез, случайно не усатый такой дядька?» «Да, он. А как вы догадались? Так это же Василий Игнатьевич. Он неподалеку тут живет. Он уже давно женить меня хочет. И как вас вообще в его машине угораздило оказаться? Что с вами произошло? Я сейчас все вам объясню. Так получилось, что меня обокрали в городе на вокзале. Я рассталась с парнем, с которым жила последние 2 года. Если честно, то он меня выпроводил из своей квартиры. Идти было некуда, я решила поехать к подруге, которая за 100 километров отсюда живет, но на вокзале, пока ждала электричку, задремала. А какой-то вор у меня сумку стащил, а там все документы, деньги и телефон. И вот я сижу, рыдаю, никому не нужное, а мимо вот этот самый ваш Василий Игнатьевич проходит и говорит: «Давай я тебя к себе в поселок отвезу, раз тебе переночевать негде. Только домой к себе не могу позвать, жена не поймет. А вот верное место, где не откажут в помощи, подскажу. А что мне было делать? Не ночевать же на вокзале. Я не позвонить никуда не могу, не поехать без денег. И документов никаких. Я там на вокзале в отделении полиции обратилась. Они говорят: а что мы можем сделать? Нужно было самой за своими вещами следить. Ну и вот я здесь. Вы мне разрешите переночевать у вас?» Андрей не знал, что и думать. Весь рассказ девушки выглядел каким-то странным, но на улице окончательно наступила ночь, и выгонять
прогонять Алену обратно на холод и в темноту он не решился. «Ну что ж, оставайтесь, ночуйте. Я вам постелю тут, поближе к теплой печке. Ой, не суетитесь, не нужно, я сама. Я смотрю, у вас нога повреждена, вам, наверное, тяжело. Вы где-то в лесу поранились. Опасная у вас работа?» «Да, работа нормальная», — ответил ей Андрей. «Всякое бывает, но нога у меня не из-за работы такая. Я с детства хромой. Если интересно, расскажу, мне стесняться нечего. Давнее это дело, я совсем ребенком еще тогда был, в 1 класс только пошел. У меня подружка одна была, девчонка соседская Оля, мы с ней не разлей вода были, как говорится, и в лес за грибами, и на речку, ну и в школу вместе в соседний поселок ходили. Так вот, шли мы как-то с Олей по дороге, и тут она увидела маленького зайчонка. Оля присела рядом с ним, гладила, успокоить хотела, а я смотрю, из-за поворота машина вылетает. Кинулся к Оле, еле успел ее оттолкнуть в сторону, а меня вот зацепило. Нога на всю жизнь такой осталась, срослась, видимо, неровно. Почти не болит, просто хожу кривовато. Мы потом еще лет 5 с Олей лучшие друзья были, пока ее родители в город не увезли. А я с дедом тут остался. Вот егерем после него и служу. Тайга — мой дом, а дружок — лучший друг. Андрей закончил свой рассказ, а потом так и остался сидеть, глядя на огонь в печке. Гостья почему-то тоже молчала. Когда он обернулся, чтобы посмотреть, почему она молчит, то увидел, что Алена спит, облокотившись на стол и уронив голову на руки. Совсем замаялась, решил парень. Он осторожно перенес девушку на свою кровать, а сам устроился спать в кресле. Утром, пока гостья спала, Андрей испек хлеб и, покормив собаку и кота, вышел в лес проведать своих подопечных. Неподалеку поселилась семья оленей, и Андрей по утрам относил им свежее сено и любовался их величественной красотой. Когда же он вернулся домой, то оказалось, что Алена уже встала и вовсю хозяйничала на кухне. В большой кастрюле булькал наваристый суп, а на сковороде шипели золотистые котлетки. «Это я удачно вернулся», — обрадовался Андрей. «А я еще шел и думал, что нужно будет что-то приготовить, а тут такой праздник. Спасибо тебе большое». Он с аппетитом съел 2 тарелки вкуснейшего супа и принялся за котлеты. Алена вела себя как настоящая хозяйка, заботливо подавала ему еду, а после обеда прибрала со стола посуду. К такому ведь и привыкнуть можно. Вкусно же. Девушка рассмеялась. «Так ты меня, значит, не выгонишь? Можно я тогда у тебя поживу недолго?» Не колеблясь ни секунды, Андрей согласно закивал головой. Он так отвык от того, что о нем кто-то заботился, что просто мгновенно растаял и был готов разрешить Алене жить у него хоть целую вечность. Так день за днем они жили вдвоем в избушке на краю леса. Странно, из них получилась пара. В поселке все их обсуждали и недоумевали, откуда в доме у хромого егеря взялась такая красавица. И только Василий Игнатьевич хитро улыбался. «Ну что, классную девку я тебе привез. Жениться, когда на ней будешь, по гроб жизни ты меня благодарить должен. Теперь она никуда не сбежит. Ну что ты такое говоришь, Василий Игнатьевич? Что ж, получается, мы Алену тут хитростью держим. Завезли в лес бедняжку, и некуда ей теперь податься. Мы вот с ней в город вчера ездили. Паспорт я ей помогал восстановить. Она теперь снова может туда вернуться, если захочет. Не буду я ее насильно у себя держать. Ну и дурак ты, Андрюха. Сбежит теперь девка». Андрей и впрямь хотел жениться на Алене, но все как-то не решался сделать ей предложение. Ему казалось, что пока девушка зависит от него, будет нечестно просить ее стать
стать его женой. Поэтому он сделал все, чтобы Алена встала на ноги, и к весне девушка, получив документы, уже смогла устроиться работать в кафе в небольшом городке по соседству. Она каждый день ездила на работу на автобусе и почти не появлялась дома, но Андрей все равно был рад, что у Алены, которую он полюбил всем сердцем, появилась своя самостоятельная жизнь. Со временем они стали близки, а вскоре девушка сообщила ему, что ждет ребенка. Андрей был на 7-м небе от счастья и тут же предложил ей выйти за него замуж. «Ну зачем тебе эта вся суета со свадьбой?» Неожиданно отказалась Алена. «Мы и так хорошо живем, а когда ребенок появится, я запишусь как мать-одиночка и буду деньги на него получать. Разве плохо? Твоя зарплата егеря ничего не дает, да и я не особо заработаю после родов, а так будет копеечка каждый месяц». Андрею жутко не понравились такие рассуждения Алены. Он пытался спорить, но девушка была непреклонна. «Я так решила, не хочу замуж. Может, ребенка на тебя и запишу, но женой быть не хочу. Что толку, что мать моя все мужчин меняла и за каждого мужика своего пыталась замуж выйти. Спилась в конце концов с одним таким муженьком. Еще и квартиру ему переписала, а он потом ко мне приставать пытался. Вот я из дома в 16 лет и сбежала». Андрей был в шоке. Алена никогда раньше не рассказывала о своей жизни до встречи с ним. После таких откровений он не решался больше давить на нее. Она и так натерпелась, а тут еще навязчивый парень из деревни со своей женитьбой. «Ну что ж, будем жить, как живем, раз ты не хочешь по-другому. Я уважаю твое решение», — смирился он. Алена продолжала работать в кафе, но становилось с каждым днем все раздражительнее. Андрей списывал это на беременность, даже предлагал ей бросить работу, но тем самым вызывал в ней еще большее раздражение. Парень терялся в догадках. От былой Алены не осталось и следа. Беременность не только не сблизила их, но с каждым днем увеличивала ту пропасть, которая возникла и разрасталась безо всякой видимой причины. Но ни на какие объяснения Алена не шла. «Как это может быть?» — ломал себе голову Андрей. «Она сама пришла ко мне, сама повела себя здесь как хозяйка. Она стала моей женщиной, причем тоже не по моей инициативе. Я бы первый никогда не осмелился предложить близость такой красивой девушке, чтобы она не подумала, что я пользуюсь ее безвыходным положением. Да и сколько мы были вместе, можно по пальцам пересчитать, и вдруг беременность. А может, и нет никакой беременности, думал Андрей. Но нет, все признаки налицо. Да и талия Алены явно округлялась на глазах. Тогда что не так? Эти мысли сводили парня с ума. Он очень сильно изменился. Еще недавно, довольный своей простой жизнью среди лесных зверей, Андрей превратился в мрачного, постаревшего лет на 10 мужчину, который совершенно не понимал, что происходит в его жизни. Никогда он не думал, что когда-нибудь ему придется опуститься до того, чтобы начать следить за любимой женщиной. Но он на это решился. Неизвестность была для него слишком тяжела. Однажды он приехал в город к закрытию кафе. Андрей видел, как Алена закрывала двери за последним посетителем и отправилась в подсобку. Он знал, что выходить она будет именно оттуда, поскольку пару раз встречал ее, когда Алена только начинала там работать. Подойдя к дверям, Андрей услышал голоса. Говорившие явно спорили и спорили на очень повышенных тонах. Это был какой-то мужчина и его Алена. Решив выяснить все до конца, Андрей прислушался. «Ты обманул меня. Говорил, что разведешься со своей бесплодной женой, если я рожу тебе ребенка. Ну, во-первых, врачи уверяют, что Марьяна здорова и вполне возможно причина во мне. Но я же беременна». «Да, ты беременна, но я не уверен в том, что это мой ребенок. Ты живешь с мужчиной в деревне. Может быть, он отец». «Да, я живу с Андреем, потому что некуда девать
целоваться, но я не сплю с ним и никогда не спала. Зачем мне этот ребенок, если ты отказываешься от нас? Если бы я знала, что так будет, я бы сделала аборт и давно забыла бы обо всем этом. Это ты уговорил меня ребенка оставить. Да, это так. Я очень хочу стать отцом. Когда ты родишь, мы сделаем анализ ДНК. И если мое отцовство подтвердится, тогда я разведусь с женой, и мы будем вместе. Андрей не стал больше слушать. Теперь он все окончательно понял. Кроме одного, кто отец ребенка, которого носит Алена. Он или тот человек, чей голос он слышал за дверью. Алена называла его Олегом. Он знал, что хозяина кафе тоже звали Олегом. Сомнений не было. Они любовники. Вернувшись домой, он ждал Алену, чтобы объясниться, но не дождался. Телефон ее не отвечал, а утром ему сообщили, что у него родилась дочь на месяц раньше срока. По-видимому, после того разговора с Олегом Алене стало плохо. Через несколько дней ее выписали, а малышке, которую назвали Катюша, еще предстояло окрепнуть. Андрей хотел объясниться с Аленой, но одного взгляда на нее ему было достаточно, чтобы понять. Все ее планы рухнули. Тест ДНК опроверг отцовство Олега. Впрочем, Алена заговорила с ним первая. «Андрей, может, ты сомневаешься, но я сделала тест ДНК. Катя твоя дочь». «Я и не сомневался», — соврал Андрей. Он все еще любил и очень жалел Алену, тем более у них теперь был общий ребенок. Он очень надеялся, что все наладится и они заживут, как прежде. Однако его надежды не оправдались. Алена быстро оправилась после родов физически, но не морально. Все ее надежды на обеспеченную жизнь с Олегом рухнули. Мужчина ничего не хотел о ней ни знать, ни слышать. И очень скоро Андрей заподозрил неладное. Его жена начала злоупотреблять алкоголем и пить какие-то странные таблетки. Алена говорила, что это таблетки от стресса и депрессии. Но парень прочитал в интернете, что это сильнодействующие медицинские наркотические препараты. Он отобрал у Алены эти таблетки и сжег их в печке. А она снова погрузилась в себя, никого не замечая вокруг. Ее совершенно не интересовала Катюша. Когда девочку забрали из роддома, менять ей памперсы, пеленать, кормить малышку детской смесью приходилось Андрею. Катя была еще слаба, она очень нуждалась в заботе, и Андрей старался делать все возможное, чтобы заменить ей отца и мать. На то, чтобы что-то решать с Аленой, у него не было ни времени, ни средств. Ведь у него была еще и работа. Уходя в лес, ему было страшно оставлять Катюшу надолго с матерью, но он все же надеялся, что женщина не причинит вреда ребенку, но он ошибался. Однажды, придя с обхода, Андрей не нашел в избе ни Алены, ни Катюши, а на полу валялась пустая пачка таблеток. «Дружок, ищи!» — скомандовал Андрей и устремился вслед за псом, который упорно вел его в лес. «Только бы с Катенькой ничего не случилось», — повторял Андрей. «Как же я проглядел! Я же постоянно проверял все. Откуда она опять взяла эту гадость? Что происходит сейчас в ее затуманенном мозгу?» Внезапно дружок остановился и громко залаял. Андрей подбежал к нему и закричал от ужаса. В траве клубились змеи, а рядом с их логовом лежал знакомый сверток. Это была его дочь. Раскидав змей голыми руками и схватив Катюшу, он отбежал на несколько шагов и дрожащими руками развернул пеленку. Дочка спокойно спала. Змеи не успели ей навредить, в отличие от родной матери, которая чуть было не погубила собственное дитя. Зачем Алена взяла ее с собой, почему оставила в лесу? Кто может понять логику человека, одурманенного наркотиками? И все же те несколько часов, которые Катюша провела на холме,
холодной земле в одной легкой пеленке не остались для малышки без последствий. У нее поднялась температура. Врач диагностировал воспаление легких и выписал Андрею направление в городскую детскую больницу. И когда Андрей встретился с лечащим врачом дочери, он просто не поверил своим глазам. Но имя доктора не оставляло сомнений. Калинина Ольга Павловна. Да, это была та самая девочка, с которой он дружил в детстве. Его Оленька. Ольга тоже узнала Андрея. Да и фамилия Катюши это подтверждала. Это именно тот парень, который когда-то в детстве покалечился, спасая ее от колес автомобиля. Так ты уже отец, Андрюша. А где же мама девочки? Долго рассказывать, Оля. Нет у нас мамы. У такой крохи нет мамы. Ну, вот так. Как-то у нас вышло. Так что Катюша только моя. Ну и хорошо, что ты есть у малышки. Я-то тебя знаю, ты в беде никого не бросишь. Ну, а как ты сам? Столько лет не виделись, а я все там же егерем вместо деда работаю. А ты, я вижу, на доктора выучилась. Молодец. Нужно ли говорить о том, что в скором времени в лице доктора Ольги маленькая Катюша обрела любящую и заботливую маму, а Андрей обрел ту, о которой давно мечтал. Алену в итоге лишили родительских прав, и Андрей удочерил собственную дочь. Когда же все тревоги о здоровье маленькой Катюши уже были позади, Ольга настояла на том, чтобы Андрей лег на операцию по исправлению хромоты. Андрюша, поверь, это совсем не страшно. Семен Григорьевич большой друг папы и хирург от Бога. Он посмотрел твои снимки и уверяет, что все поправимо. Твоя нога тогда просто неправильно срослась. Ну, если я тебе хромой не нужен. Ну, конечно, нужен, причем здесь это. Но с возрастом нога будет все больше беспокоить. Ты, пока молодой, этого не замечаешь. И, кстати, чем раньше мы это сделаем, тем легче все будет срастаться. Поверь, операция действительно прошла успешно. Андрей избавился от хромоты. Вскоре, глядя на него, никто бы и подумать не мог, что Андрей хромал большую часть своей жизни. А что же Алена? Алену он встретил лишь однажды, увидел и ужаснулся. Она сидела на лавочке с бутылкой водки в руках, лицо было опухшим, волосы растрепаны. Казалось, что за эти 3 года, которые они не виделись, женщина постарела лет на 20. Рядом с нее сидел немолодой, явно спившийся мужик, и они оба, матерясь и запинаясь, что-то громко доказывали друг другу. Андрей отвернулся и ускорил шаг. Он давно уже ничем не был обязан этой опустившейся женщине. Все, что он мог, он для нее сделал. Но она сама выбрала такую судьбу. И это счастье, что ее нет рядом с его любимой дочкой Катюшей. И та, кроме Ольги, другой матери не знает. А скоро у Катюши появится братик, которого она с нетерпением ждет. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.